Всем привет! С вами Зираэль, и вы на моем канале Зираэль Reaction. Я здесь делаю реакции на все самое интересное, что происходит в мире. Музыка, фильмы, клипы, аниме, события и так далее. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчики и пишите в комментариях, на что бы вы хотели увидеть мою реакцию. Сегодня, по совету моего хорошего друга, Official Music Video. Я могу сейчас ошибиться, простите меня за мой английский, в чтении Sabaton Christmas Truce. Мне сказали, что это про Первую мировую войну. Что там, я не знаю. Будем смотреть. Поехали. Но сразу скажу, что я вообще не очень люблю все, что связано с насилием, с войнами и так далее. Мне это все достаточно тяжело воспринимать, и стараюсь такого не смотреть. Но продолжим. Это же вроде как клип музыкальный, да? Не исторический фильм. Посмотрим. Oh man, wake up! Can you hear me? Can you hear me? Anders! Come on! Контузия. Уже очень грустно, уже плакать хочется, честно говоря. Вообще, да, эта военная тема, это ужас. Это ужас и позор всего человечества, я считаю. After many months on the battlefield, and we were used to the violence, then all the cannons went silent, and the snow fell. Voices sang to me from no man's land. We are all friends. О, ну все, сейчас я буду плакать, ребята, не могу, у меня уже мурашки пошли, и все. Очень понятно английский, даже мне, которая плохо понимает на слух и не идеально знает английский, мне все было понятно, что они тут спели. Блин, ну невозможно, ну это же правда, блин, ребят, хватит воевать, реально, ну пиздец. Сколько можно, вот сколько можно, мы живем на одной планете Земля. Это наш общий дом. Сколько у людей хватает идиотизма, чтобы разворачивать войны. Все, я не могу, я уже плачу. Christmas in the trenches, Christmas on the front, far from
сейчас будет или что-то героическое, или что-то трагическое. Зачем вы мне это посоветовали? Я сейчас буду плакать. We were soldiers, carried the war on our shoulders for our nations. What are you doing? We stand when we bury our friends. We were all friends. And today we're all brothers, tonight we're all friends. Our moment of peace in a war that never ends. Today we're all brothers, we drink and unite. Now Christmas has arrived and the snow turns the ground white. Hear carols from the trenches, we sing a holy night. Our guns lay to rest on old snowflakes. A Christmas in the trenches, a Christmas on the front, far from home. We were all friends. And today we're all brothers, tonight we're all friends. A moment of peace in a war that never ends. Today we're all brothers, we drink and unite. Now Christmas has arrived and the snow turns the ground white. Ну, блин, короче, до того, как я посмотрела ее, мне сказали, что это основано на реальных событиях. И если это реально правда, то это в 20 раз просто, да ну в 20, в миллион раз намного трогательнее, чем если представить, что это просто вымысел сценариста, да, режиссера, сценариста. Блин. Знаете, я родилась в городе Череповце. Это родина замечательного художника-баталиста Верещагина. И вот у него есть самая замечательная, на мой взгляд, потрясающая картина, известная всем, ну, русским точно, а может быть и за границей тоже, это «Апофеоз войны», где огромная гора, нескончаемый, черепов. То есть вот ради чего все это? Ради чего? Christmas on the front line, we walk among our friends. We don't think about tomorrow. The battle will commence when we celebrate to Christmas. We thought about our friends, those who never made it home when the battle had commenced. Подождите, я не поняла, они поиграли в футбол, обнялись, разошлись и опять давай биться, что ли? Что-то я не поняла. Пианино взорвали. О, бля! Да ладно! То есть это еще и свежак. Это еще и свежак 2021. К чему было 21 написано?
Да. Должны ли мы забывать? История учит тому, что ничему она никого не учит, к сожалению. Картинка, я не знаю, стоит тут говорить что-то про картинку, что она снята потрясающе. Судя по фамилиям, Чехия, что-то такое, да? Чехи. Ну, и судя по очень четкому и рыкающему английскому, явно не англичане. Титры идут, судя по всему, еще что-то будет после титров. Чувствует мое сердце, потому что времени еще много. Ладно, не ревем. Франция, Британия, Германия. Мне уже стрёмно. Что, все? Я не могу ничего сказать. Если бы не было камеры, я бы тут рыдала уже, наверное, в 7 ручьев. Потому что без камеры. Да. Ребят, реально. Я не знаю про Первую мировую войну практически ничего, потому что у нас в России в школьной программе про нее вообще мало что говорится, потому что в это время в России происходил здесь свой трэш. Трэш, угар и содомия под названием революции, да. То есть тут происходили внутренние такие кошмарные дела, и всем было особо не до того, что творится за пределами страны. То есть как бы вроде мы и участвовали, может быть, и не участвовали. Короче, тут и не поймешь, потому что в России начались эти большевики и все прочее. Короче, от силы, наверное, про Первую мировую войну и школьные программы мы реально знаем про то, что она была в начале 20 века, и все. В отличие там, от Второй мировой войны, где Россия, СССР считается просто мега крутым победителем вселенского зла, что не особо, не во всем есть правда. Это про Первую мировую, конечно, очень малоизвестно. Серьезно. Вот я, мне не особо интересная история, и тем более военная. Если вы что-то интересное, и я даже не знаю, почему и между кем началась эта война, да, изначально. То есть кем, где и почему спровоцировался конфликт, кто первый в него втянулся, и как это все развивалось, и благодаря кому остановилось. Ничего не знаю.
Если вы знаете, если считаете, что это интересно и важно и поучительно, напишите в комментариях. Фу, пойду сделаю себе чайку с конфеткой. Хватит с меня на сегодня негативных эмоций. Все, пока.